Prestigio 5507 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на этом аппарате, нужно попасть в рекавери. Для этого используется одна из комбинаций клавиш. Это может быть плюсы питания, минусы питания, питание зажать на секунду 2 и следом минус, питание зажать на секунду 2 и следом плюс. Мы попробуем, я сейчас еще не знаю, как комбинация подойдет, но мы попробуем плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, я питание брошу, а плюс продолжаю держать. Держу долго, пока не появится что-то похожее на рекавери, либо какое-нибудь тестовое меню. А в зависимости от этого мы уже будем дальнейшие шаги искать. Значит, плюс и питание. Я недавно делал 5506, не знаю, вышла она на канале или нет. Там по минусу и питанию. О, здесь плюс и питание. Значит, на что нужно обратить обязательно внимание? На Android 5.1 и выше перед любыми сбросами прошивками необходимо выходить из учетной записи Google, меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если этого не сделать, то после сброса либо прошивки сработает FRP блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист FRP Google, возможно, вы там найдете решение, но лучше с этим не связываться. Так, еще, кстати, здесь вот иногда пишется версия Android, но вот в нашем телефоне здесь нет версии Android. Здесь обычно пишется он там 6.0, 7.0 и так далее. Ну, по-любому здесь 5.1, и по-любому лучше с этим не связываться. Второй момент. С этого аппарата при сбросе абсолютно все удаляется. Сохранить, если он там висит на графическом ключе или на заставке как-то так, то сохранить нет никакой технической возможности, поэтому просто смириться с потерей данных. Либо, если есть возможность сохранить, то вы должны заранее это сделать. Второй момент. Это Google аккаунт. Третий момент, что аппарат должен быть заряженный. На разряженном аппарате это делать нельзя, потому что если прервется Hard Reset, либо прервется прошивка, если вы прошиваете, то аппарат может окирпичиться. Это вполне серьезная неприятность. Затем, когда, эти моменты вы поняли, последний момент, который нужно уяснить, что делать это можно исключительно со своим аппаратом. Все эти действия с краденными, найденными, ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Если для вас это работа и вы делаете это за деньги, то вы должны с человека брать документы, подтверждающие покупку. В частности, чек, например, о покупке. Итак, по самому рекавери опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Иногда нужно использовать нижнюю сенсорную клавишу, вот здесь одну из, либо кнопкой питания. Еще иногда, когда говорит команды нет и не пускает он в рекавери, вам нужно питание зажать и коротко нажать вверх. Так, навели на строчку Wipe Data Factory Reset и нажали питание. Он вас пустит в следующее меню. Здесь куча строчек No и одна строчка Yes. Выбираете строчку, где написано Yes Delete All User Data и нажимаете питание, либо ту клавишу, которая у вас сработала, обычно питание. Он у вас начнет делать сброс, внизу побегут строчки. Последняя строчка будет Data Wipe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. Я его сбрасывать не стал, потому что мне нет необходимости, у него проблемы по железу, и поэтому я выбрал строчку No. Вы выбираете строчку, где написано Yes. Затем он перекинет вас в предыдущее меню, с которого вы начали. И вам нужно выбрать первую строчку Reboot System Now. Ее выбираете, он начинает перезагружаться. Иногда присутствует строчка Power Off, Power Down она называется. Это заставит его выключить. А вот после следующего включения, если вы, например, его вырубили, он будет дольше обычного, где-то 10-15 минут включаться. Не пугайтесь, оставьте его на зарядке, пусть лежит. И включится чистый и сброшенный. Единственный важный момент, конечно, чтобы он был, как я уже говорил, он должен быть заряженный либо на зарядке. Ну и все. После этого, если словили FRP блокировку Google, ищите плейлист FRP Google. Если вдруг он просит там на устройство установлены настройки по умолчанию, плейлист есть на канале. Вот. Если что-то непонятно по прошивке, посмотрите, недавно шел 5506, и на его примере, я думаю, что может быть прошить этот аппарат, если они на одинаковых процессорах. Ну, а модели, рядом модели обычно на одном и том же железе примерно сделаны. Ну вот, в принципе, и все. Если нужна какая-то информация по каким-то мелким неприятностям, у меня есть на канале плейлист полезный. Я туда складываю все самое интересное, важное, полезное с канала. Если кто-то с этой темой связан, то может найти много интересного для себя там. Я ему включаю Reboot System Now, он у меня пошел перезагружаться. Ну а на этом можно, наверное, закончить видео. Он у нас включился, и я сейчас его еще прошью. Тут есть какой нюанс. Либо вы в параметрах разработчика здесь в телефоне на номере сборки нажимаете 7 раз, вы стали разработчиком, назад выходите, параметры для разработчиков, включаете параметры для разработчиков, включаете вот такую галочку отладка по USB и подключаете к компьютеру, чтобы прошивальщик мог его перевести, он же у нас на Qualcomm, он по-дебильному шьется. Либо сшьете через меню Fastboot. Я его вырубаю.
И в выключенном состоянии, что я делаю? Минусы питания зажимаю, телефон перейдет в режим фастбута. И подключаю уже его к компьютеру. Вот такой небольшой геморрой с ним, но тем не менее мы хотим посмотреть. Такой я еще для вас... Ой, стоять, микрофон упал. Не прошивал еще ни разу. Будет очень интересно. Пускай он вырубается, мы перейдем к компьютеру. Здесь нам нужно будет минусы питания на 10-15 секунд. Он должен включиться и перейти в режим фастбута. Но вот он уже, по идее, перешел в режим фастбута. Я еще минус на нем держу. По идее, он должен зависнуть на заставке. Иногда может ничего не гореть. Переходим к компьютеру. Телефон у нас висит на заставке. Hard Reset я вам показал. Мы гуглим тему нашего аппарата на 4 PDA. Вот так запрос составляем. Прям первую же тему 5507. Первую же тему открываем. Выбираем раздел прошивки. В разделе прошивки качаем вот такую официальную прошивку для ASC. Качаем, у нас получится архив. А из архива, что мы делаем с архивом? Значит, браузер я свернул. В корне диска C создаем папку без русских букв и без пробелов. Пускай у меня это будет папка 5. Я вот тут шел 5506, но он немножко другой, поэтому его я удалю. И сюда качаем все, что есть в архиве. Ну вот примерно так у вас это будет выглядеть. Тут, видимо, архив выложен для ASC. А в самом телефоне, телефон у нас висит на заставке, он переведен у нас в режим фастбут. По драйверам. Вам, во-первых, нужны будут драйвера Qualcomm, во-вторых, нужны будут драйвера ADB. Если вдруг драйвера у вас не ставятся, по ссылке в описании есть мое видео, как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Вы эту проверку самую отключаете и заново ставите драйвер. Драйвер обычный программа автоустановщик. Не пугайтесь, у меня тут дисплей разъехался. Значит, ADB драйвер, вот такая программа или из моего архива берете, и он сам поставит драйвер для ADB, но не для Qualcomm. Вот тут есть архив, я его обычно кладу в описание, для Qualcomm обычно есть все драйвера. Но лучше взять из архива, который вам дали. Сейчас из архива все извлечется, несмотря на то, что SSD-шка извлечение идет довольно долго. Куча папок открыта. Вот, без SSD-шки еще дольше может быть. По извлечению мы получаем вот такой архив. Идем в папку USB драйвер. Install.bat, везде далее совсем соглашаемся, драйвера должны поставиться. Если нет, то под свою битность запускаем отсюда. Тут еще для вас положили, но тут в основном именно для ADB, потому что он шьется через фастбут. Но если нужны драйвера для Qualcomm, качайте архив мой в описании. Обычно все драйвера там лежат. Там что-то прям драйвера и программы, что-то такое. Так, теперь тут есть инструкция PDF. Не знаю, у вас она в архиве лежать будет или нет, но в моем она есть. Открываем фастбут драйвера. Помним, мы поставили. У меня этот драйвер стоит, потому что я уже их сотни шел. Поэтому драйвер я не ставлю. Теперь вам нужно, естественно, подключить телефон к компьютеру. Сейчас я вам открою диспетчер устройств. В диспетчере устройств вы сможете увидеть, так, это я закрою, больше не надо, увидеть появившееся новое устройство. Оно у нас зависло, висит на заставке, это у нас режим фастбута. Так, он подцепил ADB драйвер, отлично. Вот он у меня здесь есть драйвер, вот так вот он выглядит. И это, значит, можно закрыть, все отлично. Теперь идете в папку с прошивкой, где fastboot download в папку. У нас есть файл fastboot all image. Я вам специально отсортировал, чтобы он первым был. Его и нужно запускать. Он сам поставит вам всю прошивку, все, что нужно. Но тут есть момент. Либо запускать 2 раза его, ну просто клавишей левой 2 раза, либо правой кнопкой запуск от имени администратора. Вот сейчас, если у меня не получится, просто если он не будет шиться, да и в принципе можно сразу запуск администратора запустить, вы можете просто 2 раза щелкнуть, и он должен сам стартануть. Ждем, подождем, пока он нас увидит. Вот он отключил порт, быстро свалился, значит не от администратора надо. Пробуем еще раз. Левой клавишей. Вот 2 раза левой клавишей. От администратора у меня не прошло. Аппарат вдаренный, мне его не жалко, риск на него подписан. Если он сдохнет сейчас в момент прошивки, то значит это либо микросхема памяти, либо какая-то проблема именно в самой плате. Риск на него подписан, поэтому карт-бланш есть на убийство его. Все, ждем, не прерываем. Прервать этот процесс на Qualcomm. Так, новое видео не надо нам от Обломова. Так, что он тут мне пишет? Что он тут пишет? Failed. Вот я увидел failed. Что он не может записать? Блин, сейчас проскочит. Короче, что-то failed. Мы потом прочитаем. Лог должен остаться. Что он не смог записать. Но главное, чтобы систем зашился. Прерывать нельзя, потому что на Qualcomm вот этот процесс прошивки, если прервать, потом устройство будет 9008, 9006 в диспетчере устройства. И с него поднимать заново аппарат, это уже не среднего инженера уровень. Это достаточно сложно. У нас, конечно, есть программатор для них.
Но лучше с этим не связываться категорически. Ну, а так как у нас карт-бланш, что нам его не жалко. Дожидаемся, несмотря на то, что все это висит, прошивка сейчас идет, просто раздел слишком большой. Тут, если посмотреть, раздел System больше гига весит. Поэтому он будет заливаться достаточно долго. Все, ждем, не прерываем, дойдет до конца. Либо он сам включится, перезагрузится, либо надо будет exit здесь набрать, закрыть это окно. И дальше уже действовать по обстоятельствам. Ну, по всей видимости, подходит к концу прошивка, потому что он уже мне прошел систем, написал, что все отлично. Теперь шьет recovery user dat еще, по-моему, кэшем будет шить, не могу ошибаться. И после этого он должен будет сам отвалиться. Но если вдруг не отвалится, например, если у вас у телефона там, например, несъемная батарейка, то минусы питания секунд на 10-15 он должен включиться. Ну, попробуйте, естественно, просто питанием, если не поможет, то минусы питания. Если у вас съемная батарейка выдернули в окно, лифт включается, если он, конечно же, сам не включился. Если сам включился, ничего этого делать не надо. Вот, по окончании. Но мы все равно с вами дождемся, чтобы посмотреть, что телефон жив. Я вам на камеру покажу, еще пару нужных слов скажу. Так, отвалился у нас прибор и по ходу пошел включаться. Да, он пошел включаться. Сейчас я камеру переведу и пару важных слов вам озвучу. Так, заставка Престижа. Сейчас мы дождемся анимации. Я вам несколько моментов, значит, хотел озвучить. Вам важно их знать. Те, кто давно на канале, конечно, могут, я думаю, что и сами лучше рассказать. Все, что по Престижу, все эти операции, прошивки и так далее, я выкладываю в плейлист Престижа. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала я всегда кладу в плейлист полезное. Попасть может также с главной страницы канала. Кто интересуется этой темой, может посмотреть плейлист полезное. Там очень много по прошивкам, по каким-то программаторам. Если интересна тема программаторов, посмотрите плейлист. То же самое, если интересна тема гарантийного обслуживания, плейлист «Будни ASC». Также можно с главной страницы канала попасть. Есть второй канал, где я какие-то советы по работе даю. Ну, а вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.